Закончил я маленький ремонт, много всего по мелочи. И сегодня решил потестить, каково же это все теперь будет. И лучшего места, чем перейти на остров вот этот, Кориаку, на остров Кориаку, я не придумал. Это 35 миль. Проверим и датчик ветра починенный, счетчик цепи, ну и покажу по мелочи, что я сделал. Ну, первая вещь, которую я сделал, это поменял флаг. Старый порвался. За 2 года, понятно. Новый, более прочный материал и посимпатичнее. Там каждая звездочка вышита отдельно. В общем, нормально. Вот где рыба-то вся. Вау. Это конец острова Гренада. 15 миль до сюда, и, наверное, где-то вот тут я хочу побывать. Какая скорость? Миль. Ну, Гренаду еще видно там вдалеке где-то, Гренада. 2 каких-то острова, 3 или 4 необитаемые, судя по всему. И вот туда я направляюсь. Называется Sister Rock. Сестренки. Все, 1 миля мне осталось до места. Тайрл Бэй, Кориаку. Ну, рад сообщить, что полностью проблема с нерабочим анимометром решена. Теперь четко показывается все, никаких discrepancies не было. И все, что надо было сделать, это его помыть и почистить. На случай, если это не помогло, у меня есть 2 запасных этих высокоточных подшипника, которые можно заменить. Но это оставим на следующий раз. Возможно. Вторая вещь, которую я починил, это счетчик цепи. И теперь все корректно показывается. В чем была проблема? Проблема была в том, что в самой лебедке, джипсе, это та часть, которая ее вращается, встроен магнит, в который попала вода, и он весь превратился в общем, как бы заржавел и перестал работать. Но комплект включал в себя и запасной сенсор, поэтому поменял и сенсор, и магнит. Все работает. Вот он, новый флаг. Здесь уже более прочная морская ткань, прошита двойной или тройной строчкой. Все прям супер. И здесь даже 4 шва. А еще сам флагшток сделан из тика. Поэтому, пользуясь случаем, я помыл, почистил и пропитал тиковым маслом все
тиковые детали на лодке. Ну вот, например, вот эта деталька, какая она стала чистенькая и красивая. Не считаю уж там всех сидушек, вот этих вот полочек и на носу, и на корме, и даже маленькие ступеньки, которые идут к emergency ladder. Стиком самое главное — это никогда его не шкурить, просто чисто мыть и пользоваться всеми этими косметическими средствами, которые так рекомендуют. Здесь сделал две вещи. Первое, там внутри забора воды есть многоразовый фильтр. Разобрал, почистил. Делается очень легко, кстати. Перекрыть кингстоны. Открутить, почистить, собрать. Точно так же поменял еще и раквор фильтр. Здесь перекрывается топливо. Меняется фильтр. Кладется новый. Закручивается. Volvo рекомендует делать это каждые 200 часов. А это делаю где-то раз в год. И что интересно, после этого, естественно, давление в топливной системе падает, и надо как бы Prime Engine опять. Очень удобно сделали кнопочку. Кнопочку нажимаете, встроенная помпа поднимает давление в системе в топливной. Удобно. Но это еще не все. Есть два фильтра. Один 5 микрон. И вот этот механический фильтр. Заменил, почистил. Фильтр, который шел вместе с Амель, итальянская компания, он стоил $65. Его ждать, наверное, месяц. Он, конечно, очень красивый. Но я это заменил обычными 5-микронными фильтрами. Вот такие вот. Они подойдут и для очистителя фильтра Automaker, так и для стальных фильтров. Вот этой штучкой шкурится и чистится тик. Используется для этого тик-клинер. Полезная вещь. После этого тик-брайтнер. И финальная часть, конечно, это само тиковое масло. Мелкий ремонт еще. Стал я замечать, что ночью, ну или при качке, какие-то звуки идут. Как будто в холодильнике перекатываются баночки. Ну, соответственно, поджал. Сейчас подожму и починю вот это. Отлично. Следующая проблема, которую я решил, потребовала инновации и изобретательности. Объясняю суть. Вот прекрасные люки есть, да? Ночью продувается хорошо, все идеально. Их два таких люка. Но идеально до тех времен, пока не пошел дождь. То есть задача такая: как сделать так, чтобы во время дождя не надо было их закрывать. И такое решение нашлось. Вот оно. Показываю. Вот так это выглядит. Во-первых, это не просто от дождя защищает, но еще и тень дает. И можно регулировать по высоте, вниз опустить с обоих сторон. Там, если надо. Но ветер обычно всегда ведь... лодка носом к ветру стоит. То есть вот вчера... Вернее, сегодня ночью как раз был дождь. Все отлично. Работает. Я думаю, здесь пару дней проведу. А потом обратно возвращусь на Гренаду. И там, в общем-то, как это не грустно, осознавать конец сезона. Уже май месяц, пора корабль на берег. Сезон ураганов. Все прекрасно работает. Осталось понять, куда вот эта вода должна утечь. Наверное, надо ее наклонить немножко вниз. Это хорошая идея.
Пришлось опустить те. Of the sleepers' hearts. Peering over the side, you could just see them, as before you heard them, wallowing in the sullen black waters and turning over on their backs as they scooped out huge, globular pieces of the whale of the bigness of a human head. This particular feat of the shark seems all but miraculous. How, at such an apparently unassailable surface, they contrive to gouge out such symmetrical mouthfuls remains a part of the universal problem of all things. The mark they thus leave on the whale may best be likened to the hollow made by a carpenter in countersinking for a screw. Though amid all the smoking horror and diabolism of a sea fight, sharks will be seen longingly gazing up to the ship's decks, like hungry dogs round a table where red meat is being carved, ready to bolt down every killed man that is tossed to them. And though, while the valiant butchers over the deck table are thus cannibally carving each other's live meat with carving knives all gilded and tasseled, the sharks also, with their jewel-hilted mouths, are quarrelsomely carving away under the table at the dead meat. And though, were you to turn the whole affair upside down... До свидания, Тайрелл Бэй, остров Куряку. Вон там желудник и булка, это марина и дизельная заправка. Ну что выяснилось? Глубина там 7,5 футов, а у меня 7,8. Ну то есть там уж совсем почти до дна-то касаться не хотелось бы. Поэтому сегодня, соответственно, возвращаюсь на Гренаду. И есть там место, где заправка есть. Прикли Бэй, 40 миль. Ветер там должен быть очень даже неплохой. Очень хорошее место здесь. Защищена от волн, от качки, продувается ветром. Очень комфортно ночью. На берегу есть что посмотреть и поесть. То есть, nice. Вот так все выглядит. 49 миль. 10 точек. Хочу пройти вот там океан там, Карибское море там. Ну, посмотрим, что получится. Гранада вон там вдали. Местные рыбаки. Еще рыбаки. Бёрдс Айленд, птичий остров. А вот ветер взял и кончился просто треск. Раз, и выключили его. Последние 6-7 миль на моторе. Ну, тут что ж делать? Куда-то вот туда.
Бриклей-Бэй, Гренада. Вон там заправочная станция. Вот она. Ну, может, вот. Ну, может, завтра дадут немножко дизеля-то. Эх, и ведь это последний яхтинг в этом сезоне. Пора корабль на берег. И до конца октября примерно. Даже немножко грустно от этой мысли. Этот был супер сезон в этом году. Ладно, на этом все.